Насущные вопросы, о которых задумывается каждый, кто оказался на территории Штатов: можно ли, где и как открыть банковскую карту. Также, какие документы для этого требуются и сколько времени занимает посещение офиса. Спойлер, больше, чем кажется. Сколько времени ждать карту и какие интересные вопросы вам зададут в процессе оформления этой самой карты. Смотри это видео до конца, и ты узнаешь о моем опыте получения банковской карты в Соединенных Штатах Америки после того, как я прошел границу Мексики и США по программе SBP One. Вы на канале Глазунов Прод, и сегодня мы поговорим об открытии дебетовой карты в Соединенных Штатах Америки. Сразу ответ на вопрос, почему не кредитная карта, а дебетовая. Ответ на этот вопрос очень прост. Вероятность того, что вам откроют вот так сходу кредитную карту, она очень маленькая, вне зависимости от банка. Чего не скажешь о дебетовой карте. Не растягивая хронометраж, сразу рекомендую банк Morgan Chase. Почему этот банк, а не какой-либо другой? Я не знаю никого, кому бы отказали в выдаче дебетовой карты в этом банке. Чего не скажешь о Bank of America и других. Итак, предположим, вы последовали моему совету и остановились на Morgan Chase. Скорее всего, в день обращения вас не примут. И первым делом вам необходимо назначить appointment, то бишь встречу. Как было у меня. Я пришел в отделение банка, имея при себе загранпаспорт, I-94 и водительское удостоверение местного образца, driver license. И сразу стоит сказать, если вдруг по какой-то причине у вас на момент просмотра этого видео или на момент оформления документов не будет водительского удостоверения, вы все равно попробуйте оформить дебетовую карту в этом банке. Большая вероятность того, что карту вам все-таки откроют. А это, в свою очередь, вам значительно упростит жизнь в Соединенных Штатах Америки, поверьте мне. Опять же, по документам, по их оформлению и ценам я уже делал ролик. Обязательно посмотрите его, чтобы как можно скорее получить все необходимые бумаги. По водительскому удостоверению у меня также уже есть видео на канале, поэтому обязательно подписывайся и смотри эти полезные видео. Итак, вернемся к моему опыту посещения банковского офиса. В общем, девушка взяла все 3 документа, но, как я могу судить, из той информации, что я предоставил, она взяла только мои фамилия, имя и назначила определенную дату и время, перед этим обозначив свободные окна мне на выбор. В назначенное время и дату я явился с пакетом документов, о котором сказал ранее, и начался допрос с пристрастием. Поняв, что с моим английским дело далеко не пойдет, она спросила, на каком языке мне удобнее говорить. После моего ответа она тут же связалась по горячей линии по внутреннему телефону с сотрудником банка, и буквально за несколько минут мне нашли русскоговорящего сотрудника. И весь наш разговор в последующем протекал следующим образом. В общем, девушка, с которой я общаюсь, задавала мне вопрос, либо о чем-то говорила. В этот момент на телефоне банковский сотрудник слушал, что она говорит, переводил в своей голове. Потом мне передавали трубку, я слушал, что он мне говорит, отвечал ему. И таким образом этот процесс был достаточно длинный. Сразу скажу, длительность оформления, конкретно в моем случае банковской карты в Morgan Chase, заняла без малого более чем 1,5 часа. Конечно же, сыграл именно языковой барьер, но все дело в том, что этот процесс в принципе достаточно долгий, потому как каждый пункт девушка максимально разжевывала для того, чтобы максимально информативно донести мне информацию и убедиться в том, что я правильно ее понял. И за это, конечно, большой плюс. Кстати, о чем стоит сказать касаемо выбранного мной языка, то бишь русского. Его указали по умолчанию в случае моего обращения в банк. То есть, если я правильно понял сотрудника, если я буду звонить на горячую линию, то мне тут же найдут русскоговорящего сотрудника. Но я могу ошибаться. Итак, первым делом у меня спросили, даю ли я добро на проверку моей кредитной истории. И на компьютере дали с помощью мышки поставить определенную галочку. То бишь, я таким образом подписался под определенным документом, что даю добро. После мы выбрали самый бюджетный тариф, при котором я плачу $4,5. Далее последовали вопросы, как стандартные, так и не очень. Вот сейчас на экране вы видите большую часть из них. На некоторых, опять же, я хочу заострить ваше внимание. Допустим, бенефициар при смерти. Кого назначить лицом в случае моей кончины, которая будет распоряжаться теми средствами, которые остались на счетах. Я с таким столкнулся впервые, и это было забавно. Следующий вопрос
это о работе и заработке. Смотрите, так как я нахожусь по программе SBP One до подачи 589 форме в статусе, который не позволяет официально трудоустраиваться, я не могу указывать источник поступления средств как работа, как бы логично. Соответственно, следующий вопрос это о том, за счет кого и чего будет пополняться мой банковский счет. И на выбор предоставили несколько вариантов. Это либо доход с аренды, либо доход с инвестиций, либо семья. Я выбрал последний вариант. Я думаю, это формальность, но все равно в процессе легализации лучше делать все по уму и лишний раз не привлекать к себе внимание. Опять же, касаемо работы, ее поисков без документов и языка, я делал уже видео на канале, их целых 2. Если не видели, обязательно подписывайтесь и смотрите. Там исключительно полезная информация, без всяких розовых соплей и рассказов о золотой жизни в Америке. Минимум воды, а только реально действующая инструкция о том, как максимально быстро найти работу. Далее меня спросили о моем планируемом доходе в год. Ну, то бишь, сколько я примерно планирую получать. Ну, то есть, да, вы должны иметь представление о том, сколько вы получите за следующий год. И это нормальная практика в Америке. Собственно, тут был выбор от нескольких тысяч до $1 миллиона в год. После того, как я ответил на все вышеупомянутые вопросы, мне также предложили распечатать 29 страниц печатного договора. Ну, то бишь текста с пользовательским соглашением, знаете, вот это вот все. Пункт А, пункт Б, пункт С. В общем, я попросил выслать все это добро мне на электронную почту для того, чтобы, ну, не тащить эту кипу бумаг. Для чего она мне нужна? Как бы все это есть в банковском приложении, это все есть на официальном сайте. Ну, то есть это максимально общие инструкции о пользовании их банком. Далее предложили выбрать дизайн карты от обычных стандартных корпоративных цветов, то бишь синего цвета, до разных диснеевских героев и Звездных войн. Также меня спросили о том, не хочу ли я получать сообщение о том, что баланс моей карты опустился ниже определенной суммы, например, $50. После мне распечатали все-таки кипу бумаг и подключили приложение. Оформление карты, как я уже и сказал ранее, заняло более 1,5 часов, но в большей степени, опять же повторюсь, это связано с тем, что каждый пункт мне старались максимально доходчиво объяснить. Даже там, где это, на мой взгляд, не нужно было, но в любом случае респект за клиентоориентированность. Карта пришла спустя неделю на почту, и если вы думаете, что на этом все, нет. Вам необходимо звонить на горячую линию и указывать номер карты, которую вы получили. Я немножко ступил, и я не понимал, что от меня хотят. В общем, там что-то вроде того, что после звукового сигнала ла-ла-бла-бла. Я не до конца понял, я начал диктовать 6, 9 и так далее, и так далее. В итоге все казалось гораздо проще. Нужно было ввести на телефоне номер этой самой карты, как это называется, фоновый набор или что-то вроде того. В общем, вы поняли. И после этого, буквально после того, как вы вводите карту, буквально несколько секунд, и карта у вас активна. Вы можете ею пользоваться. О самой карте скажу следующее. Я попытался перевести деньги в Россию. Я, в принципе, не рассчитывал, что это получится. Ничего из этого не получилось. Удивительно то, что ни один российский маркет также не принял данную карту. Я не смог ни в одном российском магазине приобрести покупку. Просто сайт не принимал ее. То же самое касается и AliExpress. Если я пытался заказать что-то в Россию. Ну, то есть, если ты заказываешь что-то в Америку, без проблем оно оплачивается. Но если ты хочешь заказать доставку в Россию, но при этом оплатив американской картой, так дело не пойдет. Итак, делаем выводы. В целом банк, как и любая другая организация, что оказывала мне услуги на территории штатов, вполне клиентоориентированные ребята. Я остался доволен как и оформлением водительского удостоверения, как и прохождение границы по SBP One. Сотрудники максимально вежливые и терпеливые. Отвечают на все вопросы и помогают решить любую проблему. И даже языковой барьер не является такой уж проблемой. Спасибо вам за просмотр, смотрите другие мои ролики и подписывайтесь на канал. Всем пока!